И сейчас мы с вами посмотрим на результаты того, что мы разбирали на онлайн-торговле сегодня с 10 утра до 10:30 по Москве. Ссылка под видео, зайдите вот прям туда вниз, под это видео. И там будет ссылка на прямые трансляции, то есть на запись прямых торгов, которые я веду теперь и на YouTube-канале. Они будут выходить эпизодически в зависимости от времени, да, от других факторов. И там я разбираю, как работаю, много психологии, куча для вас полезных фишек, именно тех, о которых вы вряд ли где-то услышите, потому что их просто обходят стороной, либо просто о них не знают. Ну и также то, как я работаю со своими сканерами, паттерны, правила, моя торговая система. В общем, все это мы разбираем на прямых трансляциях. Они начинаются в 10. Если вы хотите вживую посетить, то заходите на YouTube в 10 часов по Москве, и там обычно есть анонс. Если анонса нет, значит в этот день не будет прямой трансляции. Если анонс есть, он обычно за полчаса, за час, но даже раньше появляется, то вы уже можете на онлайн-трансляции задать вопросы, какие-то свои соображения высказать и так далее. Когда у тебя есть сигнал на покупку, на продажу, неважно, вроде все условия есть. Да, но это не всегда означает, что можно войти. Так вот, что является одним из главных критериев, разрешающих вход в рынок? Что это за критерий? И для меня это буква В, волатильность. Что такое волатильность? Волатильность – это средняя скорость изменения цены. Средняя скорость изменения цены за движение. И у каждого символа есть своя средняя скорость, средний темп, средний ритм. И, например, у WTI нефтяного рынка есть средняя скорость 0,3, 0,4, 0,5 центов, то есть полдоллара за вот импульс, да, или за движение. Вот если мы посмотрим на нефтяной рынок, вот он, сегодняшний график, минутный таймфрейм М1, мы увидим, что здесь мы прошли где-то 25, еще спред, да, здесь мы прошли 18, здесь мы вроде прошли 30, и в среднем, где-то 25 пунктов получается. То есть ниже даже минимального порога 0,3, то есть 0,2 цента в среднем цена ходит. Еще отсюда уберем спред, вот как раз и получится. Это катастрофически мало, но сигнал-то идеальный. Вот он здесь, на бай. Угу. И я понимаю, что условия слабые, но сам сигнал очень сильный. Поэтому я покупаю, открываю сделку, но беру небольшие объемы. Угу. Поэтому я здесь взял 3 объема своих, 3 позиции, и по 3 вышел сразу с лоссом. То есть сразу кажется, как будто бам, 3 убытка подряд. На самом деле это просто один трейд, да, который я разделил на несколько отдельных ордеров. Сейчас вы поймете почему, когда мы дойдем до следующей сделки. Того я здесь получил минус где-то $180, короче, я потерял здесь в моменте. И затем следующая сделка пришла, она точь-в-точь по подобию этой сделки, только на паре фунт-доллар. И есть одно ключевое различие, одна ключевая фишка, которая позволила заработать больше, сколько где-то $400. Таким образом, я закрыл убыток и еще остался в плюсе около 200. Давайте посмотрим на фунт-доллар, а потом на статистику. Вот здесь. Мы как раз разбирали эту сделку на прямых эфирах сегодня, и ту нефтяную, и эту. Они как раз появились в одно время. Вот если вы посмотрите, вот здесь видите время 10:20, у меня как раз в это время эфир. И продолжаем. Что здесь было? Здесь такая же ситуация, тоже покупка возле белых точек волатильности. Чтобы понять, что я имею в виду, белые точки и так далее, посмотрите, пожалуйста, трансляцию. Там все разбираю. Да. Покупка здесь, я начинаю покупать фунт-доллар здесь, 2 позиции, и потом здесь еще. Забираю тейк здесь и расширенный тейк здесь. Таким образом, я делаю значительный профит и отбиваю лосс. Но в чем различие вот этих двух сделок? Сигналы идентичны, они по силе равны в принципе, но что различает тот сигнал и этот с точки зрения состояния рынка? То есть насколько рынок горячий. Вот
что важно здесь понять. И здесь он намного горячее, потому что если мы посмотрели на нефть, которая традиционно, да, который традиционно считается более волатильным, он ходит, ну, когда хороший, 50 и выше. То есть $0,5 и выше, 50 пунктов, 60, 70, 80, короче, очень много. Фунт-доллар – это менее волатильный инструмент, он по сравнению с нефтяным, да, он ходит, ну, где-то 20-25, это он хороший и больше, 20-25 пунктов. Если мы здесь посмотрим на вот этот импульс, он как раз был даже не 25, 28, 29. То есть вот оно взрывное движение. Что произошло? Рынок растянулся, рынок взбунтовался, трейдеры туда прыгнули. То есть получается, при всех прочих равных, вот это я хочу, чтобы вы зафиксировали, почему вы на это не обращаете внимания, когда торгуете сигналы? И об этом вообще нигде не говорят. Говорят волатильность. Ну окей, что значит волатильность? Как это понять? Волатильность. Волатильный рынок. Ведь каждый рынок волатилен, волатильность для каждого рынка, она своя. То есть есть норма в среднем, когда активный фунт-доллар, он ходит 30, скажем, пунктов. Когда активная нефть ходит 60 пунктов. Так вот, уровень нормы, когда надо торговать нефть, например, 50-60 пунктов, а когда ходит фунт-доллар, уровень нормы, когда его надо торговать при сигнале, естественно, это там 30 пунктов. Это не значит, что нельзя торговать, это значит, что ты просто должен быть аккуратнее. Если ты берешь объем, может быть, он будет у тебя поменьше, или вовсе ты не будешь торговать. Так вот, возвращаемся сюда. Я покупаю здесь, и давайте посмотрим на как раз эти сделки. Сейчас я брошу их на экран. Вот, 193 бакса, вот мои лоссы по WTI, $40, $60, $70, вот первые 3 сделки. И вот и эти фунт-доллар, бросим фунт. Итого у меня 2 сигнала за сегодня, 2 сигнала, и в 2 сигналах я действовал одинаковым образом. Потому что если бы я здесь открыл одну позицию, это было бы очень странно. То есть я выбрал более агрессивный подход сегодня. Таким образом, я получил 2 сигнала подряд, и я знаю, что если у меня есть 2 сигнала подряд, один из них с очень высокой вероятностью будет прибыльный. Таково свойство моей системы. Да? Потому что редко бывает 2 подряд убыточных, если они идеальные. Редко, это очень, а 3 так вообще редко. То есть я могу с уверенностью торговать эти сигналы, которые приходят с моего сканера тренда. Посмотрите на онлайн-торговле, как это выглядит вообще. А если вы хотите подключиться, приобрести, ссылка под видео, потому что это абсолютный топ для вас, если вы хотите реально преуспеть в дисциплине, в самоконтроле, управлять эмоциями и научиться последовательной прибыльной торговле. Это незаменимый инструмент для внутридневной торговли. То есть, если вы торгуете минутки, 5-минутки, акции, фьючерсы, форекс, неважно. Это лучший инструмент. Ну и здесь, соответственно, я беру тейки на ретесте, потом один тейк еще выше и один тейк на самой макушке. Это одна из моих любимых техник расширенного тейк-профита. Потом в отдельных видео разберем, может быть, на онлайн-торговле на следующей неделе. Посмотрим, как брать более точный тейк. Более точный тейк, короче. Вот это хорошая тема, она работает при определенных условиях, и, может быть, в будущем мы разберем. Да. Здесь была еще возможность снова прибавить, то есть вообще 4 позиции взять, 4 контракта, но у меня такой задачи не было, задача была взять столько, сколько я брал в той сделке. Потом мы видим, снова был сигнал на buy вот здесь, то есть можно было опять купить, но уже после 12 это не имеет смысла. То есть вам легче гораздо, вот в разы, послушайте меня, в разы вам легче будет торговать, когда вы торгуете меньше по времени, но вы более можете сосредоточиться. А когда вы распыляете внимание на 3, 4, 5 часов, оттуда ничего хорошего не приходит. Хорошие сделки, решения, ясные решения. А когда вы сужаете время, то есть выбираете самую ликвидную сессию или самый ликвидный период в этой сессии, например, с 10 до 11 до 12 по Москве, это самое ликвидное время для Европы. И если в этот промежуток у вас появляются сигналы, вы действуете, работаете, неважно, стоп-тейк, и приходите на следующий день. То есть вам легче сконцентрироваться на коротком участке, на малом количестве сделок, чем на вот таком количестве сделок и на там, 2, 3, 4, ну там 3, 4, 5 часов сидеть у экрана. Какой в этом смысл? Никакого. Я надеюсь, что вот эти видео
вам заходит, лайк ставим и присоединяемся к онлайн-торговле уже в закрытом режиме, в американскую сессию с помощью сканеров, с помощью системы моей. Ссылки все под видео. Увидимся. До связи. Пока.